История восьмипалубного пассажирского круизного судна «Александр Пушкин». В 1991 году судно «Александр Пушкин» переименовали в «Марко Поло». Морское пассажирское судно на 750 пассажиров, построенное по советскому заказу на верфи в Висмаре, ГДР, в 1965 году. Судно было названо в честь русского поэта Александра Пушкина. Судами-близнецами являлись Иван Франко, Шота Руставели, Тарас Шевченко и Михаил Лермонтов. В 2020 году сдан на металлолом в индийский Аланг. Спуск на воду состоялся 26 апреля 1964 года, и океанский лайнер «Александр Пушкин» был передан советскому заказчику 14 августа 1965 года. Конструкция этого класса имела некоторые заметные отличия от современных кораблей, построенных на Западе. Помимо прочего, они предложили каюты на 6 человек и 3 крана в ванных комнатах для горячей, холодной и морской воды. Корабли также отличались некоторыми перспективными особенностями, такими как все внешние помещения для пассажиров и экипажа, а также открытый бассейн с раздвижной стеклянной крышей. Чтобы корабль мог проходить сквозь битый лед, он был сконструирован с большей прочностью и устойчивостью корпуса, чем обычно на пассажирских судах такого размера. Корабли класса Ивана Франко строились как военные корабли. Из-за этого у них были необычно большие складские помещения, что позволяло плавать на дальность более 19 тысяч километров. Как более наглядный признак потенциального использования в военных целях, корабли были оснащены необычно мощными палубными подъемными механизмами, по-видимому, для перевозки бронетехники на борт. Согласно плану палубы, напечатанному для пассажирского агентства «Хельсинки», в 1971 году Александр Пушкин мог перевозить 668 пассажиров. Каюты туристического класса были оборудованы 2 или 4 койками, 1 или 2 платяными шкафами, диваном, столом и стульями. В первом классе все каюты были оборудованы 2 кроватями или диваном-кроватью и верхним спальным местом, столом, стулом, диваном. В них также есть собственная ванная комната с душем, туалетом и умывальником. Каюты на лодочной палубе, смотрящие на носовую часть, были роскошными со столом и креслом, собственный телефон, а также ванна вместо душа. В задней части палубы променада были расположены каюты с общей ванной комнатой. Во всех каютах были иллюминаторы или окна. Для пассажирских помещений они располагались на верхних палубах. В круизном лайнере также находились рестораны, магазин «Калинка», спортзал, баня, а также детская игровая комната и бассейн, музыкальный салон с фортепиано и танцполом, кафе «Северная Пальмира» и кафе «Пингвин», магазин «Березка» и информационный киоск, за которым следует стойка почты, кинотеатр. Курительный салон с его баром дружбы и игровая комната, библиотека, 2 парикмахерские и, наконец, бассейн и еще 1 бар, «Русалка-бар». Внешний танцпол располагался на шлюпочной палубе, а на мостовой палубе располагалась веранда с баром «Белые ночи». Первоначально собственником судна стало ГП «Балтийское морское пароходство» в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург, откуда оно совершало рейсы на линиях Ленинград, Лондон и Ленинград-Гавр. А 13 апреля 1966 года состоялся первый рейс из Ленинграда в Монреаль. Летом рейсы по этому маршруту продолжились, а в другое время года Александр Пушкин был задействован на круизных маршрутах по всему миру. Круизное судно «Александр Пушкин» был популярен среди финских пассажиров, летевших в Лондон и Канаду. Это было единственное судно, совершавшее рейсы из Финляндии в Канаду, и единственный лайнер в то время в Хельсинки-Лондон. Летом 1967 года судно эксплуатировалось между портами Ленинграда,
Бремерхафена и Монреаля. В 1979-1984 годах судно осуществляло круизные рейсы. В 1984 году судно было передано в Дальневосточное морское пароходство, а уже в 1985 году судно передали в аренду компании Ктк Крузис, осуществлявшей круизы из порта Сиднея. В 1991 году судно «Александр Пушкин» был продан западным компанией Orient Lines, детищу круизных линий и предпринимателя Джерри Хирода, и переименовано в Марко Поло. В июне 1991 года судно после покупки компанией Orient Lines Марко Поло отправился на верфь на Орион в Грецию, где ее двигатели были отремонтированы компанией Salza Diesel. После этого он был переведен на верфь Пирама, Греция, где началась почти полная реконструкция корабля. Внешне это привело к заметному удлинению задней надстройки и увеличению воронки для сохранения пропорций корабля. Ремонт занял 2 года. Различные источники оценивают стоимость от $20 миллионов и до $60 миллионов. После модернизации в ноябре 1993 года Марко Поло стал осуществлять круизы по Средиземному морю. В июле 1998 года судно было продано компании Orient Lines Europe. В ноябре 2000 года судно было перерегистрировано на круизную компанию Norwegian Cruise Line, а в июле 2004 года продано компании Ocean World, где проработало 3 года, и в июле 2007 года продано компании Story Cruise. После значительных изменений и дополнений судно ходило под маркой Марко Поло для Orient Lines с 1993 по 2008 год. В 2008 году Norwegian Cruise Line продала Марко Поло греческой компании Global Maritime Group, которая зафрахтовала судно для немецкой компании Transocean Tours. Марко Поло, выполняя круизы из Великобритании и Германии. 6 июля 2009 года Марко Поло были проведены проверки местными чиновниками службы здравоохранения порта. Было обнаружено, что до 150 пассажиров были инфицированы предположительно норовирусом. Число инфицированных пассажиров и членов экипажа впоследствии выросло до 400. 14 февраля 2014 года пассажир погиб и 16 человек были ранены после того, как во время шторма на судно в проливе Ла-Манш обрушилась необычная волна. Один тяжело раненый пассажир был увезен вертолетом. Судно направлялось в Тилбюри с 735 пассажирами и 349 членами экипажа на борту. Судно Марко Поло был героем телепрограммы из сериала «Могучие круизные корабли», в котором рассказывалось о путешествии 2013 года в Санкт-Петербург, Россию и страны Балтии. С 1 ноября 2014 года, в то время стыковки в порту Лёкнеса в Лафатенских островах, Норвегия, был сильный ветер, и круизное судно сбился от курса, в результате чего корабль сел на мель. 20 июля 2020 года компания Cruise and Maritime Voyages вошла в администрацию. 22 октября 2020 года администраторы компании продали Марко Поло на аукционе за $2 770 000 США. Планы Offshore Solutions Unlimited по возвращению ее в строй не были реализованы, и покупатель не объявил о планах, чтобы превратить ее в плавучий отель в Дубае. Через 2 месяца она была перепродана примерно за $4 миллиона индийской компании. 13 января 2021 года он оказался на свалках в Аланге, Индия, где был выброшен на берег и сдан в металлолом. Утилизация началась 28 марта 2021 года.